Как получить грин-карту на основе национальных интересов Америки? Без работодателя, без семьи, без лотереи. Давайте спросим у лицензированного иммиграционного юриста и разберемся во всех нюансах. Сегодня с нами Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С удовольствием отвечу на ваш вопрос, но прежде всего хочу пояснить, что фраза «без семьи» не должна восприниматься буквально. Она, скорее всего, означает в вашем вопросе, что заявителю не нужно, чтобы на него подавал документы какой-то родственник. Значит, тем не менее, семья, она обязательно входит, жена и дети до 21 года входят в состав заявителей по национальным интересам и получают грин-карту вместе с основным заявителем. Поэтому очень важно, чтобы зрители и слушатели понимали ваш вопрос правильно. Что такое грин-карта через национальные интересы? Многие слышали об этом, но нужно разобраться, что же это такое. Итак, повторюсь немножко, что в Соединенных Штатах есть разные категории миграционные, по которым люди могут претендовать на грин-карт через свою трудовую деятельность. Эти категории нумеруются цифрами от 1 до 5. Есть категория EB1, Extraordinary Ability, то есть выдающиеся способности. Есть категория EB2, вторая миграционная категория, и вот именно к ней относится к EB2, то есть Employment Based вторая категория, подкатегория, которая называется National Interest Waiver. Значит, давайте разбираться с терминологией. Терминология у нас самое главное. Прежде всего, что значит waiver? Слово waiver означает, что вы просите разрешения чего-то не делать или не проходить через какую-то процедуру. Вот в данном случае заявитель просит исключения, то есть waiver, из процедуры, которая называется labor certification или трудовая сертификация. В данном случае заявитель просит разрешения не искать себе работодателя, который бы его спонсировал, не проходить через очень важную для американского законодательства процедуру, в ходе которой работодатель предлагает ваше рабочее место американским гражданам, дает объявление в газету. Вот это все заявитель просит не проходить на основе того, что он предлагает Америке нечто очень важное для национальных интересов Соединенных Штатов. Вот именно это и подразумевается под фразой National Interest Waiver. Стоит заметить, что категория EB2, вторая миграционная категория, она может быть пройдена заявителем либо через процесс Labor Certification, когда работодатель подает на заявителя заявку, и предлагаемая работа требует как минимум степени магистра. В этом случае человек может получить грин-карту через EB2, но без участия National Interest Waiver. И если такого работодателя нет, или если человек сам развивает свое собственное начинание, вот такой человек может подать заявку на National Interest Waiver. Вот именно это имеется в виду. Прежде всего, очень важно понимать, что степень магистра не является обязательной для подачи заявки по категории B2, если заявитель претендует на именно National Interest Waiver. Значит, во-первых, степень магистра может быть заменена 5 годами опыта работы по специальности, или человек может претендовать на National Interest Waiver, если у него нет степени магистра, нет вот этих вот 5 годов, на основании которых можно было бы заключить, что у него есть эквиваленция степени магистра. Но человек может претендовать на National Interest Waiver, если он подходит под категорию человека с exceptional ability, то есть исключительными способностями. Для того, чтобы показать, что у вас есть исключительные способности, нужно закрыть 3 критерия из 6, которые предлагаются в законе. Итак, какие это критерии? Первый критерий – это наличие сертификата или диплома из высшего учебного заведения. Многие курсы, не являющиеся аккредитованными при университетах, не подойдут, но вот диплом, например, степень бакалавра или даже степень associate или определенные курсы, которые человек закончил при учебном заведении, аккредитованном как высшее учебное заведение, то есть предоставляющее степени научные, вот такие курсы могут подойти. Итак, первый критерий – это наличие степени или диплома. Второй критерий – это наличие лицензии. Если ваша профессия подлежит лицензированию,
то вы можете претендовать на закрытие этого критерия. Например, если вы занимаетесь бухгалтерией, имеете диплом CPA и аккредитацию, лицензию в каком-то штате американском, то тогда вот это требование вы можете закрыть. Если вы занимаетесь какой-то деятельностью, например, программированием, которое не требует лицензирования, в этом случае, к сожалению, лицензия как критерий не может быть закрыта, поскольку лицензирование не является обязательным. Следующий критерий – это членство в профессиональной организации или ассоциации. Нужно показать, что организация является профессиональной, некоммерческой, тогда это требование легко закрывается. Причем в данном случае, в отличие от категории EB1, если вы слышали, для категории EB1 люди должны входить в какие-то исключительные ассоциации или организации, которые требуют выдающихся достижений. В данном случае это требование неприменимо, то есть это может быть просто бизнес-ассоциация, профессиональная ассоциация. Следующий критерий, который вы можете закрыть, это необычайно высокая зарплата. Если у вас был необычайно высокий доход, который вы можете доказать по сравнению вашего дохода с доходом других профессионалов в вашей стране, в вашей области, людей, находящихся на вашем уровне, то вы можете закрыть этот критерий. Также важный критерий – это 10 лет опыта работы. Если у вас 10 лет опыта работы имеется в какой-то области, то вы можете закрыть вот этот критерий. И последний критерий, он чем-то напоминает EB1, но значительно проще – это признание за ваши достижения. То есть нужно показать, что у вас есть достижения в вашей области, а также показать, что вы получили признание за эти достижения. Вот эти вот 6 критериев, из которых человек может закрыть 3 в любой комбинации, и также он должен показать, что он поднялся на определенный исключительный профессиональный уровень для того, чтобы закрыть критерий exceptional ability. Обращаю внимание, что вот в случае, если человек, например, имеет степень магистра или эквиваленцию степени магистра, то есть бакалавр плюс 5 лет прогрессивного опыта работы, в этом случае ему не нужно доказывать, что он является исключительным специалистом, он просто должен доказывать, что у него есть вот этот вот уровень, о котором мы только что говорили. И в любом случае, идете ли вы путем, связанным со степенью магистра, или вы идете путем, связанным с исключительными способностями, в любом случае очень важно доказать, что вы предлагаете Америке некое начинание, по-английски endeavor, которое будет в национальных интересах Соединенных Штатов. Это обязательное требование. Вы должны доказать, что вы, что называется, well-positioned, то есть в состоянии воплотить это начинание. И уже из этого всего на основе ваших квалификаций нужно грамотно юридически обосновать вывод о том, что вы заслуживаете того, что называется waiver, процесса трудовой сертификации, то есть вам не нужно его проходить. Татьяна, а можете сказать, что вообще означает это национальный интерес и как доказать, что твой проект, то дело, чем ты занимаешься, в национальных интересах Америки? Да, вот это вот вопрос, как говорится, на $1 000 000. Давайте его разберем. Итак, для того, чтобы доказать, что ваше начинание будет в национальных интересах Соединенных Штатов, важно прежде всего предоставить детальное описание вашего начинания. Наиболее частая причина отказов, с которой сталкиваются заявители, и согласно опубликованным решениям апелляционной комиссии, и согласно вот моему опыту, когда люди обращаются с отказами, полученными где-то еще, или самостоятельно подавали документы, или через адвокатов, которые, может быть, не совсем ориентируются в теме, основная причина – это отсутствие четкой формулировки вашего начинания, то есть вашего endeavor. Итак, давайте разберемся, каким, собственно говоря, может быть начинание. Значит, начинание не всегда связано с созданием собственного бизнеса. Я бы подразделила возможные начинания примерно на 3 категории. Первая категория, не совсем очевидная, это категория, связанная с работой по найму. Казалось бы, если человек работает по найму, то, возможно, его спонсирует работодатель через процесс Labor Certification, и тогда ему не нужно волноваться про National Interest Waiver. Но процесс Labor Certification занимает довольно длительное время. Он может занять 1,5-2 года, большие задержки. Самое главное, что в процессе Labor Certification, в общем-то, могут обнаружиться заявители, потенциальные американские граждане или постоянные жители, которые претендуют на данное рабочее место.
Также процесс Labor Certification может осложняться тем, что в компании, особенно в большой компании, произошли увольнения, и тогда компания не может проводить этот процесс, пока не пройдет примерно полгода с момента этих увольнений. То есть первый тип заявок на National Interest Waiver может вполне быть связан с тем, что человек продолжает работать у своего работодателя, продолжает работать по найму. Ну и вот здесь на первый план выходит не столько национальный интерес, поскольку национальный интерес в работе, например, большой корпорации и в работе важных ключевых специалистов в этой корпорации, безусловно, присутствует. Вот на первый план выходит третье требование. Почему данному человеку не нужно проходить процесс трудовой сертификации? В этом случае очень важно подчеркнуть уникальные знания, навыки данного специалиста и показать, что даже если компания будет пытаться пройти процесс Labor Certification, она не сможет даже артикулировать вот те требования, которые предъявляются к данному специалисту. Например, специалист что-то придумал, разработал, внедрил, и, естественно, найти на рынке труда другого человека, который также хорошо будет ориентироваться вот в этом начинании, которое создал данный заявитель, безусловно, будет невозможно. Поэтому вот такая ситуация, она позволяет человеку обрисовать национальный интерес в своей работе через значимость и важность своего работодателя, а также удовлетворить оставшиеся требования с помощью своих квалификаций. Это первый подход. Если у вас работодателя нет, если вы не работаете, например, по визе H1B или L1, если вы предприниматель или просто хороший специалист в своем деле, тогда мы можем поговорить об оставшихся двух вариантах. Это либо создание все-таки своего стартапа, начинания, бизнеса, в случае чего нужно обязательно предоставлять детальнейший бизнес-план, предоставлять прогнозы по выручке, созданию рабочих мест, а также по, скажем так, непрямым бенефитам, которые возникают в результате имплементации вашего бизнес-плана. Вот это вот тот национальный интерес, который можно обосновать на основе своего бизнеса. Третий вид заявок – это заявки, которые подаются на основе персонального плана. Например, человек обладает какой-то экспертизой, свой бизнес создавать не хочет, но будет выступать, например, консультантом, консультировать или предоставлять какие-то проекты для других заинтересованных бизнесов. Значит, в этом случае составляется такой персональный детальный план, но опять же описываются все бенефиты для национальных интересов Соединенных Штатов, которые человек может принести. Итак, возвращаясь к вашему вопросу, вот во всех этих трех случаях, что может считаться национальными интересами Соединенных Штатов? Значит, было разъяснение официальное, которое включало следующие пункты. Можно приносить пользу в рамках вашего начинания американской экономики. Можно приносить пользу какому-нибудь заинтересованному американскому государственному агентству, но в этом случае нужно предоставлять письмо от заинтересованного агентства государства, например, Министерства обороны или Министерства энергетики и так далее, официальный запрос. Также можно приносить пользу образованию, здравоохранению, жилищному строительству, улучшению условий труда американских работников. Можно приносить пользу экологии. И если вот, например, в этом перечне вы не нашли своего направления, безусловно, можно сформулировать другие направления. Например, можно приносить пользу культурному развитию Соединенных Штатов, можно приносить пользу развитию спорта, можно приносить пользу самым разнообразным аспектам, которые нашим государством финансируются, поддерживаются и считаются для нашего государства важными. А вы могли бы привести конкретные примеры, какой именно национальный интерес описывается в заявках на вашей практике, по вашему опыту, в каких профессиях бывает этот национальный интерес, и дать какую-то конкретику нашим уважаемым зрителям, где он бывает, в чем он может заключаться, этот национальный интерес? Да, конечно, с удовольствием приведем конкретные примеры. Вот по всем, в общем-то, вышеупомянутым типам виз или заявок, чтобы просто была какая-то иллюстрация к нашему такому достаточно терминологическому повествованию. Итак, начнем с работы по найму. Например, у нас был специалист, работающий по визе H1B, занимающийся электронными микросхемами. Я заранее прошу зрителей меня извинить, я человек не технический, я подхожу достаточно с такой гуманитарной позиции ко всем техническим тонкостям, тем не менее успешно достаточно их описываю.
И так человек занимался микроэлектроникой, микросхемами и, в частности, в рамках своей работы в компании вместе с другими инженерами он подавал заявку на патент. Значит, в данном случае нам удалось обосновать, что его экспертиза является уникальной. Было предоставлено детальное письмо от работодателя, описывающее роль именно данного конкретного специалиста вот в этой заявке. Было предоставлено подробное описание того, что делает данный специалист, в чем состоит его роль, почему она нужна и важна для воплощения важных проектов. И удалось специалисту миновать процедуру Labor Certification, что было особенно важно и актуально, поскольку все это происходило в период пандемии, и многие компании увольняли специалистов, и его компания была не исключением. Они сократили какое-то количество инженеров, поэтому процесс Labor Certification пройти не могли. И в данном случае человек смог получить National Interest Waiver, минуя процедуру Labor Certification, и довольно быстро, в течение примерно 1,5 лет, получить грин-карту. Это вот первый пример National Interest Waiver для работы по найму. Но опять же очень важно подчеркнуть, что вы должны детально описать, в чем будет состоять ваш endeavor. Если он будет состоять в работе по найму, то так и пишите. Абстрактным этот момент оставлять нельзя. В случае, если мы говорим, например, о своем бизнесе, о своем стартапе, здесь примеров у нас очень много разных. Безусловно, различные начинания, которые связаны с интернет-стартапами. Сейчас AI очень популярен, значит, соответственно, AI-ориентированные стартапы. Все это, безусловно, очень хороший предмет для National Interest Waiver. Но не всегда не обязательно человеку заниматься именно высокими технологиями. Например, люди, развивающие крупные транспортные компании, люди, развивающие франшизы, например, какую-то интересную кулинарную концепцию, которая трансформируется во франчайз, во франшизу, или даже косметические начинания, которые связаны с экологичной здоровой косметикой. Вот подобного рода стартапы, бизнесы могут ориентироваться на национальный интерес. В случае их масштабирования очень важно понять, что, например, если у вас есть небольшой ресторанчик и вы продаете пиццу, то это не вопрос национального интереса, поскольку бенефит, приносимый вашим ресторанчиком, он будет локален, распространяться на несколько кварталов города. А вот если вы, например, открываете интернет-школу и обучаете людей тому, как открыть такого рода пицца-шоп, начать зарабатывать таким путем, и, соответственно, люди изо всех штатов, со всех концов Соединенных Штатов могут в любое время дня и ночи обратиться к вашему веб-порталу и ознакомиться с вашей программой обучения, то тут вы уже можете утверждать, что вы претендуете именно на национальный интерес в вашем начинании, поскольку люди со всей страны могут получить от него пользу. Значит, таким образом, практически любой стартап, который вы развиваете, который связан с чем-то таким ориентированным на всю страну, ориентированным на коммерцию между штатами. Очень важно понимать, что у нас штаты являются бывшими государствами, которые объединились в единую страну. Именно коммерция между штатами является такой деятельностью федерального характера, которой важно приносить пользу. Тогда вы можете претендовать на национальный интерес с помощью вашего собственного бизнеса. И последнее направление – это персональный план. Персональный план может быть как научного характера, например, человек, обучающийся на программе PhD, вполне может план своих исследований предложить как персональный план для того, чтобы показать, что его будущая деятельность будет приносить пользу Соединенным Штатам. Далее это может быть персональный план предоставления консультаций, например, специалист по маркетингу или специалист по дизайну, или специалист по каким-то художественным эффектам или звуковым эффектам, или даже фитнес-консультант. Все эти люди могут приносить пользу национального характера, если, опять же, к ним обращаются разнообразные уважаемые организации, американские организации, коммерческие, некоммерческие, государственные, для того, чтобы эти люди делились своей экспертизой, вели мастер-классы, предоставляли свои советы для развития данных направлений, представители которых к ним обращаются.
Опять же, очень важно показать, что есть спрос на данные консультации. Если вы просто говорите, что я буду консультировать, но никакой конкретики, никакого подтверждения спроса на ваши консультации нет, то получить одобрение будет сложнее. Но, тем не менее, вот план по такого рода консультированию тоже вполне имеет место быть и может претендовать на National Interest Waiver. Я бы хотел уточнить про бизнес-планы. Нужно ли делать бизнес-план всем трем категориям заявителей? И что из себя представляет этот бизнес-план? Каким он должен быть? Что в нем находится? И что это вообще такое? Да, безусловно. Ну, прежде всего, бизнес-планы, конечно, нужны людям, которые ориентируются на то, чтобы развивать свое собственное начинание, то есть свой собственный стартап или свой собственный бизнес. Люди, которые работают по найму, как я уже говорила несколько раз, должны давать детальное обоснование своего начинания в виде письма от работодателя и обоснования своей экспертизы. Люди, предоставляющие консультации или работают еще каким-то образом в именно personal capacity, то есть в личном качестве, они должны давать детальный персональный план. И те, кто развивает свой бизнес, безусловно, должны давать бизнес-план, в котором очень важно прежде всего написать, чем будет заниматься ваш бизнес, нужно четко описать, какая клиентура будет у этого бизнеса, какие услуги этот бизнес будет предоставлять. Очень важно обосновать свое конкурентное преимущество, чем ваш бизнес будет лучше других и почему ваш бизнес будет обслуживать или служить национальным интересам лучше, чем другие конкурирующие бизнесы. Дальше очень важно расписать вашу экспертизу. Нужно показать, почему вы находитесь в оптимальной позиции для того, чтобы воплотить данное начинание. Очень важно описать, какие навыки, какие знания вы будете применять для развития своего бизнеса. Очень важно показать корреляцию между вашим образованием и теми предметами, которые вы изучали, и тем, как вы будете развивать свой бизнес, и показать, что ваше образование будет иметь к этому отношение. Далее очень важно финансовую информацию, детальную, financial projections, так называемые, то есть финансовые планы описать в данном бизнес-плане. Нужно показать планы по выручке, по расходам, по персоналу. Также очень важно показать, как ваш бизнес будет встраиваться в данную отрасль в целом в Соединенных Штатах, какие вообще прогнозы для развития данной отрасли. Она расширяется, растет или наоборот сокращается. Важно показать, какой в итоге эффект, как я уже сказала, прямой и непрямой может быть от вашего бизнеса и почему данный эффект нужен, важен настолько, что можно утверждать, что ваш предполагаемый бизнес будет приносить пользу Соединенным Штатам в целом. И здесь очень важно подчеркнуть, что бизнес-план– это работа для бизнес-специалиста. И очень важно, чтобы ваш бизнес-план был подготовлен профессионально, поскольку непрофессионально подготовленный бизнес-план, составленный, как говорится, на коленке, может навести офицера на мысль о том, что, в общем-то, вы не собираетесь развивать этот бизнес, и, соответственно, ваша петиция уже не будет рассматриваться в таком позитивном ключе, в котором вам бы этого хотелось. Профессионально подготовить бизнес-план, уважаемые зрители, вам может помочь компания VisaNow.ai, так же, как и со сбором и подготовкой других документов на грин-карты и визы. А подать, провести консультации может лицензированный юрист. Обращайтесь к Татьяне Арестовой. Все ссылки будут под этим роликом в описании. Заходите, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои вопросы и оставайтесь до конца видео, чтобы узнать про ошибки, какие допускаются в EB2 National Interest Waiver, о том, может ли семья получить разрешение на работу и сколько времени, собственно, занимает процесс получения грин-карты. Татьяна, хотелось спросить прежде всего, вот если человек приехал в Америку по другой, ну, по какой-то визе, по туристической, например, или по другой визе, может ли он подать на EB2 National Interest Waiver, находясь в Америке? Да, безусловно, так же, как с другими иммиграционными категориями, любой заявитель имеет право получить грин-карт двумя путями. Если человек получает одобрение на иммиграционную визу, то он может либо пройти процесс consular processing, то есть получить свою иммиграционную визу в американском консульстве, либо пройти через процесс, который называется adjustment of status. Но здесь очень важно помнить о том, что наши иммиграционные категории, они не являются неограниченными.
они подлежат тому, что называется квотой, то есть у нас ограничено количество заявителей, которые в год могут получить грин-карту. Соответственно, если заявителей много, то образуется очередь. И вот в данном случае, например, вот сегодня на момент 25 года, августа 25 года, у нас ситуация следующая, что вот по категории B2 National Interest Waiver было подано столько заявок, что срок ожидания составляет примерно 2 года до того, как человек сможет подать на adjustment of status, то есть, соответственно, законно находиться в Соединенных Штатах на основании вот этой заявки, от того момента, когда он подал свою заявку на иммиграционную визу, то есть на National Interest Waiver. Поэтому важно понимать, что заявка на иммиграционную визу не дает человеку права находиться в Соединенных Штатах, поэтому, например, находясь на туристической визе, этого сделать не получится. Если человек находится, например, в Соединенных Штатах на какой-то долгосрочной визе, например, на студенческой визе, то, безусловно, такая виза, она может продлеваться до примерно 8 лет, иногда даже и дольше. И, соответственно, у человека есть время для того, чтобы составить свои бизнес-планы, подать заявку и в случае получения одобрения дождаться до того момента, когда он сможет подать документы на adjustment of status. Естественно, если человек находится на визе, которая разрешает ему работать, это может быть либо виза H1B, рабочая виза для квалифицированных специалистов, о которой мы обязательно поговорим в отдельной передаче. Это может быть виза L1, либо L1A, либо L1B, виза для работников, которых переводят трансфером в Соединенные Штаты. Это также может быть инвесторская виза по категории E2, которая предоставляется для развития своего бизнеса. И, естественно, это может быть студенческая виза, на которой человек либо изучает английский язык, либо, возможно, получает продвинутую степень магистра и так далее. Соответственно, вот все эти заявители могут претендовать на National Interest Waiver, поскольку у них достаточно будет времени для того, чтобы дождаться вот того момента, когда подойдет очередь. Очередь администрируется с помощью документа, который называется Visa Bulletin. Вы можете легко найти его в интернете, вбив туда вот эти вот два слова Visa Bulletin. По-русски мы его называем визовым бюллетенем. И каждый месяц выходит этот визовый бюллетень и показывает, какой месяц подачи документов на immigrant visa в следующем месяце будет иметь право подать на adjustment of status. Поэтому ответ на ваш вопрос такой, что вот все зависит. У американских юристов вообще любимый ответ на все вопросы – it depends. Так что в данном случае ответ – it depends. Скажите, а есть ли возможность на EB2 National Interest Waiver подавать одновременно с формой Adjustment of Status? Вот еще раз повторю, что для того, чтобы иметь возможность подать на adjustment of status, нужно, чтобы ваша приоритетная дата была, что называется, current. То есть визовый бюллетень должен разрешать такую подачу. Когда-то это было возможно, когда-то не было очереди примерно до, по моим воспоминаниям, где-то до ноября 2023 года очереди на EB2 National Interest Waiver не было. Не так много заявок подавалось, не так много заявок проходило по разным причинам. Соответственно, можно было одновременно подать на Immigrant Visa Petition и Adjustment of Status. На сегодняшний момент эта возможность закрыта, поскольку эта категория находится, говорится, в backlog, то есть в задержке. Соответственно, подать одновременно нельзя. Одновременно на Adjustment of Status и Immigrant Visa сейчас можно подать только по EB1. Extraordinary Ability, естественно, если вы подходите под эту категорию, поскольку там еще не набралось достаточное количество заявителей для того, чтобы эти заявки не принимали. И часто бывает, что под конец финансового года, а вот финансовый год у нас заканчивается в конце сентября, 1 октября начинается новый финансовый год, часто бывает, что под конец финансового года не принимают заявки даже и по этой категории. И вот в настоящий момент ведутся разговоры о том, что, возможно, в сентябре 2025 года на EB1 заявки уже не будут приниматься, поскольку слишком много заявок было подано. Но, опять же, это ненадолго, и с 1 октября новый финансовый год принесет нам новые места в визовом бюллетене, и, скорее всего, заявки можно будет снова подавать. Скажите, а вот, допустим, человек подался на EB2 National Interest Waiver, подготовил бизнес-план, ожидает решения от USCIS,
и ему приходит отказ или запрос на дополнительные доказательства. Что вообще может приводить к такого рода реакции от офицеров? Почему отказывают в EB2 National Interest Waiver? Или, может быть, какие ошибки допускают заявители? Ну, прежде всего, очень важно разделить запрос на дополнительную информацию, то есть request for evidence, и отказы. Как вы понимаете, это совершенно разные юридические действия. Значит, в случае, если иммиграционная служба не убеждена на основе вашей первой подачи, что ваше начинание настолько масштабное и настолько полезное, что а, требуются дополнительные какие-то, скажем так, если иммиграционной службе требуются дополнительные пояснения или разъяснения, она присылает request for evidence. Я бы сказала, что очень-очень часто иммиграционная служба присылает этот request for evidence, потому что она хотела бы видеть, что происходит дальше с вашими планами. Очень часто заявители подают свою заявку не в конце своего или не на вершине своего бизнес-путешествия, а в самом начале. Человек сформировал концепцию, написал бизнес-план и подал эти документы в иммиграционную службу. Иммиграционная служба присылает свой запрос, скорее всего, где-то через полгода после того, как документы были поданы. Соответственно, очень важно показать в ответе на запрос, каким образом ваше начинание развивается. Возможно, вы обратились с вашей идеей в инкубатор или акселератор. Возможно, вам дали возможность там выступить или поучаствовать в каком-то конкурсе. Возможно, вы каким-то образом набрали подписчиков в Инстаграме, ТикТоке, других социал-медиа, и виден интерес к вашей теме. Таким образом, вы имеете возможность ответить на вопрос офицера, прежде всего показав развитие вашей темы. Это очень важный момент. Соответственно, это помогает офицеру увидеть, что ваше начинание действительно имеет под собой какие-то основания. Если человеку приходит отказ, обычно это связано с тем, что либо человек недостаточно детально написал свой план, не показал какие-то детали, которые могли бы убедить офицера в том, что именно impact, то есть позитивные последствия его начинания будут носить национальный характер. Или, скажем откровенно, ничего не сделал для развития своего начинания. Если вы просто написали план и ничего не сделали для его воплощения, даже тех каких-то минимальных шагов, которые может сделать человек, даже если у него нет права на работу и он не может работать в собственном стартапе, то иммиграционная служба может и отказать в петиции на основе того, что она не видит, что планы реально воплотимы и имеют под собой какую-то реальную почву. Поэтому очень важно не писать каких-то планов или заявок, которыми вы не собираетесь заниматься, которые вы не собираетесь воплощать, не писать какую-то деятельность, которая вам не интересна и которой вы точно не будете заниматься. Если вы что-то написали, то нужно обязательно стараться воплощать то, что вы написали, и тогда ваши шансы на победу будут более реальными и ощутимыми. При подаче на EB2 National Interest Waiver есть ли возможность работать для семьи, для супруга или супруги? Да, вот очень важный вопрос. Дело в том, что сама подача документов, она как бы ничего не меняет в статусе человека. Но вот если, например, заявитель находится в статусе H1B, и если у него есть семья, например, у него есть жена, которая имеет статус H4 и, соответственно, не имеет права на работу, вот для таких людей одобрение петиции по National Interest Waiver для основного заявителя позволяет члену семьи получить право на работу, поскольку у нас есть правило о том, что если у человека есть виза H4, и если у супруга есть одобренная иммиграционная петиция, но приоритетная дата еще не подошла, соответственно, заявку на adjustment of status подать еще нельзя, тем не менее, держатель визы H4 может получить право на работу на основании того, что у супруга одобрена Immigrant Visa Petition. Соответственно, если вы находитесь в Соединенных Штатах по визе H4, вы хотели бы работать, но права на работу у вас нет, и супруг вместе с его работодателем, возможно, завязли в длительном процессе Labor Certification, в
в ходе которого работодатель абсолютно, надо сказать, обычно не торопится оформлять документы работникам, поскольку получение Labor Certification и получение работникам грин-карты может привести к тому, что работник или захочет повышения зарплаты, или уйдет к другому работодателю, который более высокую зарплату предлагает. Соответственно, вот в этом случае люди могут выйти из этого положения с помощью подачи петиции на National Interest Waiver для супруга, либо на основании его работы, если работодатель все-таки поддерживает это начинание, либо на основании собственных идей, собственных стартапов, каких-то консультационных услуг, которые заявитель мог бы предоставлять без участия работодателя. И, соответственно, получив одобрение, таким образом человек может не только обеспечить себе получение грин-карты в будущем, но и обеспечить возможность для супруги или супруга, имеющего визу H4, получить право на работу. И таким образом, даже если приоритетная дата еще не подошла, можно, во-первых, работать, во-вторых, пополнять семейный бюджет, то есть получить все бенефиты, связанные с правом на работу в Соединенных Штатах для держателя визы H4. Поэтому это очень важные бенефиты, которым людям стоит знать. Вы могли бы еще раз пройтись по таймлайну? Какие средние или, может быть, ожидаемые сроки могут быть одобрения по визе EB2 National Interest Waiver, затем current и затем adjustment of status? Вот вообще весь процесс. К каким срокам заявителям стоит быть готовым? Окей, обязательно сейчас расскажу. Просто хочу опять же предупредить, что все у нас меняется, и все сроки, которые будут описаны, актуальны на август 2025 года. Итак, сейчас примерно, если вы не запрашиваете ускоренное рассмотрение заявки на Immigrant Visa Petition, то рассматривается заявка где-то примерно полгода до того момента, когда иммиграционная служба может прислать RFE, то есть запрос на дополнительную информацию. И примерно еще после ответа на запрос, а для ответа на запрос вам дается 90 дней, после ответа на запрос еще где-то пару месяцев обычно иммиграционная служба кейс рассматривает. То есть если, например, у вас нет спешки в рассмотрении этой петиции, вам не нужно побыстрее получить решение, чтобы сделать право на работу для супруги, находящейся на визе H4, то в этом случае где-то около года рассматривается петиция. Если вы хотите получить решение побыстрее, то можно воспользоваться услугой, которая называется Premium Processing, заплатить иммиграционной службе примерно $2800, и тогда решение будет вынесено за 45 дней. Я сразу предупреждаю, что одобрение петиции по Premium Processing никак не ускоряет вашу возможность подать на Adjustment of Status. Вы по-прежнему можете подать на Adjustment of Status только в соответствии с визовым бюллетенем и, соответственно, в соответствии с датой подачи вашей иммиграционной петиции, а не датой одобрения этой петиции. Поэтому Premium Processing в основном стоит делать только если вот вы можете воспользоваться каким-то таким вспомогательным бенефитом, как право на работу для супруги. В этом случае имеет смысл воспользоваться Premium Processing, чтобы получить решение побыстрее. Или если просто для вашего душевного спокойствия или для построения каких-то жизненных планов вам необходимо понять, насколько вы подходите под данную иммиграционную категорию. Ускорить получение грин-карты с помощью премиум процессинг не получится. Значит, само получение грин-карты, как мы уже говорили, связано или с прохождением интервью в консульстве, или с прохождением процедуры adjustment of status. Значит, соответственно, если люди начали свой процесс в сентябре 2023 года, подали свою петицию, то вот сейчас, в августе 2025 года, они могут подать заявку на adjustment of status, и где-то еще около года занимает сам этот процесс. Если вы идете через консульство, то это немного быстрее, поскольку National Visa Center, который занимается оформлением документов для передачи их в консульство, обычно где-то за полгода до наступления приоритетной даты разрешает все документы подать. То есть на момент августа 2025 года такие люди, подавшие свои документы в сентябре 2023 года, могут уже получить свою иммиграционную визу и въехать в Соединенные Штаты, будучи держателями грин-карт. Поэтому consular processing, в общем-то, ускоряет процесс получения грин-карты примерно на год, но, естественно, создает определенные неудобства, потому что нужно выезжать в американский консулат для получения визы, ну и также создает некую зону риска, поскольку консульский офицер, очень важно это понимать, может либо поставить ваше дело на административную проверку,
либо может даже и отправить ваше дело на пересмотр, если ему покажется, что все-таки ваше начинание либо потеряло актуальность, либо выглядит так, что вы вряд ли будете им заниматься, либо еще каким-то образом не устраивает консульского офицера, и ему кажется, что иммиграционная служба сделала ошибку. Поэтому, опять же, консульский процесс оформления документов это не всегда хороший вариант, невзирая на то, что он формально может быть быстрее. Каким затратам стоит быть готовым заявителям и сколько может стоить процесс оформления EB2 National Interest Waiver? Ну, затраты всегда индивидуальные, зависят от кейса. Вряд ли стоит надеяться, что меньше, чем примерно 10 тысяч долларов вы потратите на этот процесс. Вот, но в основном затраты связаны с организацией и продвижением вашего бизнеса, а не с оформлением юридическим, поскольку бизнес – это, в общем, самое главное, на чем фокусируется этот кейс, и этому стоит уделять особое внимание. Также подготовка бизнес-плана или, например, каких-то поддерживающих экспертных мнений тоже может вызывать определенные затраты. Все, как я уже сказала, индивидуально зависит от количества членов семьи. Но вот минимальные инвестиции, которые точно стоит быть готовым, вот начинается примерно от 10 тысяч долларов. И теперь самый последний вопрос. С чего стоит начать людям, которые рассматривают EB2 National Interest Waiver? Да, спасибо за этот вопрос. Начать, безусловно, стоит с того, чтобы понять, чем вы можете принести Америке пользу, чем вы хотели бы принести Америке пользу, чем бы вы хотели заниматься. Дальше стоит подумать о том, действительно ли эту пользу можно позиционировать как приносящую блага на национальном уровне. И если ваш ответ на это «да», то тогда стоит посмотреть на ваш опыт работы, на ваше образование, насколько все это соответствует вашей возможности воплотить предлагаемые планы. И если вы видите у себя в голове четкую картину того, как вы можете быть полезны Америке, то, безусловно, стоит подумать о том, чтобы такого рода петицию подать, поскольку Америка с удовольствием принимает людей, которые нужны и полезны этой стране. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что делитесь своим опытом, своими знаниями, своей практикой. Спасибо от меня и от лица всех наших зрителей и слушателей. Спасибо за внимание.